Привет, армия. Это самый честный момент, которым Тэхён когда-либо делился с публикой. Почему Чингук отреагировал так быстро всего через несколько минут после начала трансляции, и что больше всего удивило армию? Каково было содержание личного сообщения, которое Чингук отправил напрямую Тэхёну на фоне шумных слухов после инцидента в аэропорту Инчхон? Прямая трансляция Уиверс из Парижа, которая изначально предполагалась как обычное приветствие, превратилась в неожиданную сессию разъяснений с серьезным выражением лица и тоном голоса, который звучал не так. Как обычно, Ким Тэхён, более известный как Ви из BTS, решил положить конец диким домыслам, возникшим после спорного инцидента. Трансляция, которая длилась около 40 минут, сразу же попала в тренды более чем в 50 странах, вызвав всплеск поисковых запросов, связанных с Тэхёном и Чингуком, на глобальных платформах, но не только разъяснения Тэхёна заставили все казаться необычным. За кулисами появился еще один сюрприз – личное сообщение от Чон Чингука, участника BTS, который в настоящее время служит в армии, было внезапно получено Тэхёном и случайно заснято камерой, когда экран его телефона на мгновение вспыхнул. Никто не был готов к этому моменту, не только потому, что сообщение пришло из ниоткуда, но и потому, что его содержание было настолько эмоциональным и казалось прямым ответом на сомнения, которые недавно терзали отношения участников. С тех пор, как короткое видео инцидента в Инчхоне стало вирусным, предположения были неизбежны: действительно ли Тэхён был зол, был ли внутренний конфликт, почему персонал выглядел запаниковавшим и почему Тэхён выглядел таким напряженным. На все эти вопросы, наконец, ответил сам человек, без посредника, без агентства и без сценария. Тэхёна видели сидящим в одиночестве в его гостиничном номере в Париже. Он начал с короткой улыбки, но его тон вскоре резко изменился. «Я знаю, что вы все ждали объяснений», — сказал он, — «многое произошло, и я не хочу, чтобы вы неправильно поняли». Он объяснил, что инцидент в аэропорту не был запланирован, и что он был в очень чувствительном состоянии из-за личных проблем, которые он не мог полностью раскрыть. Он извинился за то, что проявил интерес к фанатам и СМИ. Но самым удивительным было то, что Тэхён упомянул, что кто-то связался с ним сразу после того, как вирусное видео начало распространяться. «Он знает, что я не в порядке, и он всегда знает, даже когда я ничего не говорю», — сказал он, опустив голову. Через несколько секунд на экране телефона Тэхёна высветилось уведомление о сообщении. «Хай, я знаю, что ты не такой. Я доверяю тебе». Сообщение пришло от контакта по имени Джей Кей, явно имея в виду Чингука. Камера снимала экран всего на несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы заморозить весь фандом армии. Скриншоту не потребовалось много времени, чтобы распространиться в социальных сетях, вызвав множество теорий о содержании сообщения и эмоциональной глубине их отношений. Несколько минут спустя Тэхён снова заговорил, теперь более глубоким голосом. Он не подтвердил напрямую сообщение Чингука, но он сказал: «Иногда человек, который понимает тебя больше всего, это не тот, кто всегда с тобой, а тот, кто молчит, когда ты сломлен, и он знает все, даже когда я пытаюсь это скрыть». Было ли это тонким заявлением о Чингуке? Было ли это подтверждением того, что, несмотря на перерыв BTS, их эмоциональная связь глубже, чем когда-либо? HYB еще не выпустили официального заявления, просто стандартное сообщение о том, что все взаимодействия между участниками BTS являются личными, но фанаты не молчали, они собрали пазл из кусочков информации, анализируя каждый жест, выражение лица и произнесенное слово. Некоторые фанаты связали текст песни Чингука, подразумевающий чувство потери и доверия, с этим инцидентом, как будто он уже знал, что Тэхён находится под давлением. Еще более удивительно было обнаружено, что Тэхён и Чингук провели видеозвонок за день до инцидента в Инчхоне. Это подтверждено комментарием фаната, на который Тэхён ответил напрямую на Уиверс. «Да, я разговаривал с Чингуком вчера. Он сказал мне, что мне следует быть более терпеливым». Является ли это признаком того, что их общение все еще активно и даже более эмоционально? Как Чингук мог так быстро отреагировать, если они не понимают друг друга больше, чем просто слова? Реакция публики и армии разделилась. Некоторые были тронуты смелостью Тэхёна, другие посчитали, что HYBE слишком медленно отреагировали и позволили слухам разрастись. Но одно можно сказать наверняка: этот инцидент раскрывает новый слой того, как BTS действует как семья, а не просто как айдол-группа. Интересно, несмотря на отсутствие немедленной реакции со стороны RM и Хоппи или Джин, несколько сотрудников BTS были замечены с лайками постов фанатов, демонстрирующих поддержку Тэхёну и Чингуку, что вызвало предположение, что внутри себя участники все еще защищают друг друга.
Между тем, обозреватели отрасли назвали этот момент поворотным моментом в общественных отношениях между артистами и их фанатами. Один обозреватель написал, что смелость Тэхёна открыться показала, что новое поколение артистов больше не хочет быть в ловушке образа, созданного их агентствами. Они хотят быть честными и хотят, чтобы их услышали как людей. Эта трансляция Уиверс была не просто разъяснением, но молчаливым посланием солидарности, невидимой травмой и связью, которую не могли разорвать расстояние, время или молчание военных. Чингук отправил сообщение не для того, чтобы оказаться в центре внимания, а чтобы напомнить Тэхёну и всей армии, что они по-прежнему один голос, одно сердце и одна семья. Однако, когда эмоции утихли и факты были рассмотрены один за другим, возник вопрос, который нельзя было игнорировать. Было ли все, во что общественность верила до сих пор, правдой? Было ли сообщение Чингука реальным? Или мы все попали в коллективную эйфорию, построенную на непроверенных фрагментах информации? Во-первых, давайте рассмотрим основное утверждение. Многие назвали уведомление от JK подлинным и спонтанным моментом. Однако некоторые наблюдательные фанаты обнаружили, что уведомление, скорее всего, было визуальным искажением или неверно истолкованным отражением. Повторы показывают, что экран размыт и не в фокусе. Вывод о том, что сообщение было от Чингука, основан только на предположениях, а не на конкретных доказательствах. На сегодняшний день HYBE не предоставила никаких подтверждений относительно предполагаемого раскрытого личного общения. В косвенном заявлении сотрудники Уиверс подчеркнули, что весь контент прямой трансляции следует понимать как личный момент, а не буквальное представление публичного вопроса. Это означает, то, что появляется на экране, не всегда несет предполагаемое значение, и собственное разъяснение Тэхёна было очень личным и общим, не затрагивая никаких деликатных тем. Предположение о том, что Чингук активно отправлял сообщения во время своей военной службы, также сомнительно. Строгий протокол южнокорейских военных не допускает свободного доступа к частной переписке во время службы, что усиливает вероятность того, что сообщение было проекцией надежд фанатов. Некоторые аналитики СМИ назвали это явление формой эмоциональной проекции, когда фанаты неосознанно придают значение действиям айдола, чтобы оправдать свои эмоциональные ожидания. В этом случае трансляция Тэхёна, которая должна была стать моментом личного размышления, вместо этого превратилась в центр диких спекуляций из-за эмоциональной потребности стать свидетелем близости между участниками, особенно между Тэхёном и Чингуком. Итак, как нам следует реагировать на все это? Самое главное – вернуться к основному принципу. Не все, что видно на экране, является абсолютной правдой. Мир развлечений, особенно к-поп, очень сложен и многослоен. Артисты, даже если они кажутся близкими своим фанатам, все равно имеют границы частной жизни. Разъяснение Тэхёна следует уважать как честное выражение человека, находящегося под давлением, не использовать его в качестве топлива для теории заговора о внутренней динамике BTS. Поклонники должны начать развивать более здоровую культуру. Вместо того, чтобы требовать подтверждения для каждого движения или выражения, лучше научиться доверять им и полностью поддерживать их. Тэхён, Чингук и все участники BTS имеют право на личное пространство, включая право чувствовать эмоциональные моменты без необходимости всегда объяснять их публике. В конце концов, мы должны осознать, что вирусные новости не всегда соответствуют истине. В эпоху социальных сетей один клип или уведомление о секундах могут превратиться в доказательства просто потому, что многие люди хотят в это верить. Разъяснение Тэхёна, которое изначально было призвано пресечь спекуляции, вместо этого вызвало новую волну интерпретаций, которые еще больше отдаляют нас от фактов. Поэтому вопрос в том, действительно ли мы хотим слышать правду, или мы просто хотим видеть то, что хотим видеть.